Злата, кобыла на позднем сроке, с каждым днем чувствовала все более сильные схватки и тревогу, которая словно сжимала ее изнутри. Она уже рожала раньше, но нынешняя беременность давалась ей намного тяжелее. Ощущение, что впереди ждет что-то необычное и опасное, не отпускало ее ни на минуту. Живот наливался свинцовой тяжестью, при каждом шаге тянул вниз, заставляя мышцы работать на пределе. Прежняя легкость движения исчезла, теперь каждый шаг давался с трудом, а привычная грация сменилась неуклюжестью и медлительностью. Усталость, изнеможение и глубокая тревога стали ее постоянными спутниками, не оставляя покоя даже в минуты отдыха. Дни превратились в сплошное испытание, ноги казались ватными, дыхание становилось тяжелым и рваным, а энергия, некогда казавшаяся неисчерпаемой, ушла, оставив лишь тяжесть и беспокойство. Злата понимала, эта беременность требует от нее большего, чем прежде, и она чувствовала, как силы тают с каждым часом. Передвигаясь по загону короткими, осторожными шагами, она словно боялась оступиться и потерять равновесие. Работники фермы следили за ней с нарастающим волнением, замечая каждое изменение в поведении. Они перешептывались, поглядывали на ворота и готовились к худшему. Внутри Златы происходили бурные процессы, мышцы живота сокращались, волны боли прокатывались по телу. Скрыть свое состояние становилось невозможно. Лошади — создания сильные и благородные, но они же заботливые матери, и Злата была готова к любым трудностям, хотя в этот раз природа будто нарочно усложнила ей задачу. Опытные сотрудники фермы знали Злату как спокойную и выносливую кобылу, поэтому ее перемены насторожили их. Она все чаще застывала на месте, прислушиваясь к внутренним ощущениям, переминалась с ноги на ногу, проявляя беспокойство. Смотритель Игорь, хорошо знакомый с ее повадками, нахмурившись, подошел к коллегам и твердо сказал: «Злата явно показывает, что роды близко. Вызывайте ветеринара». В его голосе чувствовалась не паника, а собранность человека, уже видевшего подобное и знающего, чем это грозит. Прибывший специалист по лошадям сразу оценил обстановку: беспокойство кобылы, ее тяжелое дыхание, напряженные мышцы и скованность движений. Он молча наблюдал несколько минут, не вмешиваясь. Злата останавливалась, пережидала боль, затем снова начинала ходить, касалась губами изгороди, искала удобное место, но не находила его. «Роды будут сложными», — произнес ветеринар, обращаясь к персоналу. Судя по всему, жеребенок довольно крупный, и процесс может затянуться. Нужно быть готовыми ко всему. Он понимал, что для Златы это станет серьезным испытанием, требующим всех ее сил. Схватки усиливались, тело кобылы напрягалось, бока вздымались от тяжелого дыхания. Она продолжала двигаться по загону, ее губы вздрагивали, а ржание звучало как мольба о помощи. Напряжение в воздухе ощущалось физически. Внезапно перед самыми родами воцарилась тишина, словно мир замер, но скоро ее сменил нарастающий шум боли, который уже нельзя было скрыть. Часы тянулись бесконечно, тревога росла. Другие лошади, почувствовав неладное, собрались вокруг Златы, образовав плотный круг. Они фыркали, переступали с ноги на ногу, внимательно наблюдали, словно пытаясь защитить сородича. Это инстинктивное стадное поведение помогало Злате держаться. Наконец, после мучительных часов, на свет появился жеребенок. Радость работников была велика, но она быстро угасла. Малыш оказался слишком маленьким, хрупким, с тонкими ножками и влажной, взъерошенной шерсткой, он явно появился раньше срока. Он лежал, тяжело дышал и почти не шевелился. «Он очень слаб», — с тревогой сказал Игорь, склоняясь над ним. «Боюсь, нам будет непросто его спасти». Ветеринар осмотрел жеребенка и мрачно подтвердил: недоношенный. Шансы на выживание есть, но они невысоки. Потребуется огромная забота и везение. Злата, несмотря на полное истощение, сразу обратилась к малышу.
Она нежно коснулась его мордочки, вылизала влажную шерстку и тихо заржала, словно говоря: «Я здесь, не бойся». Жеребенок слабо вздрогнул, но подняться не мог. Минуты сменялись десятками минут, а он все лежал неподвижно. Работники с тревогой переглядывались. «Он пытается встать», — сказал кто-то. И действительно, малыш судорожно дергал ногами, подгибал их и падал. Каждая попытка оборачивалась неудачей. Злата не отходила, подталкивала его носом, тихо ржала, будто убеждая: «Вставай, мой маленький, я с тобой». В ее глазах читались тревога и бесконечная нежность. Игорь спросил у ветеринара, не пора ли вмешаться, но тот покачал головой: он должен сам. В природе так устроено: если не встанет в первые часы, не выживет. Но Злата не сдавалась. Она вновь и вновь подталкивала малыша, облизывала, согревала дыханием. Ее упорство было безграничным. Жеребенок снова пытался встать, ноги дрожали, подкашивались, и он падал, но снова вставал. Прошел еще час. Малыш был на грани сил, но вдруг, собрав остатки энергии, он напрягся, выпрямил дрожащие ноги и поднялся. Первый раз в своей жизни. Шатаясь, едва сохраняя равновесие, он сделал шаг в сторону матери. Злата радостно заржала, прильнула к нему, вылизала его мордочку. У работников на глазах выступили слезы. «Он невероятный боец», — тихо сказал Игорь. «Настоящий герой». Ветеринар, глядя на дрожащего, но стоящего жеребенка, подтвердил: это чудо. С таким маленьким весом выжить почти невозможно. Мать сделала все, чтобы он победил. Дни шли, и жеребенок, названный Буяном, рос медленно, но уверенно. Он был мельче других жеребят, но его глаза светились живым любопытством и задором. Злата не отходила от него, оберегала, учила всему, что нужно уметь маленькой лошади. Сотрудники фермы часто останавливались, глядя на эту пару: мощная, выносливая кобыла и ее крошечный, но невероятно упорный сын. Они стали символом надежды и преданности для всех, кто знал их историю. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Благодарим вас за просмотр. Желаем хорошего настроения и добра. До новых встреч!